Всех приветствую! В этом видео вы узнаете, как можно сделать вот такую декоративную штукатурку грота своими руками из обычных материалов. Это гипсовая штукатурка. В этом видео сделали электрику, розетка, 2 светильника, потолок тоже грота, но чуть-чуть помельче сделал. Покрашен просто в белый цвет. Стены тоже покрашены в серый цвет, покрыты лаком матовым и перламутром по верхам. И получилась вот такая красота. Стены все утеплены. Пол тоже утеплен. В этом видео как раз этот комплекс работ вы увидите, как это все я делал. 1,5 недели работ за 40 минут. Итак, стены, они были утеплены. Я здесь утепление не снимал, как делать, потому что у меня есть другие видео об утеплении. Здесь сейчас вот уже стены утеплены, поклеена сетка. Вот. Сетка, пенопласт, сетка. И еще раз прошелся гипсовой штукатуркой. То есть стены готовы под отделку декоративными материалами. Шпателем просто сбиваю какие-то неровности, где-то наплывы на углах. То есть все-таки вот мелкие неровности счищаю шпателем. Итак, шпателем все прошлись, все уголки, где какие наплывы, все посчищали. Сейчас будем грунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка Кондор 1:3. Так, то сейчас разведу и все погрунтую. Потом буду клеить галтели между стеной и потолком. На окно, скорее всего, не получится приклеить. Потому что тут маленький зазор. А здесь между стеной и потолком приклеим, чтобы было красиво. Здесь включатель, розетка и 2 светильника будут. Ну и пол снизу проходил гипсовый, потому что здесь будет пол и плинтус. Все делаем. Разбавил грунтовкой 1:3 с водой и просто валиком грунтую. Мне удобно почему-то маленьким валиком. Можно широким. 30 сантиметров можно длиной валиком работать. Ну, как-то неудобно. Все погрунтовано. Пока сохнет, будем клеить галтели на потолок. Итак, замеряем общую длину точно от стены к стене. Такой же длины отрезаем галтель, ну или плинтус. Мне привычно говорить потолочный плинтус, либо багет. Разные названия в разных странах. Вот. Отрезаем, ровно отрезали, без углов, без ничего. Сразу наносим клей. Клей для галтелей. Наносим ровной тонкой полоской. Можно точечно, как-то удобней. Мне лично удобнее полосками.
Все. Приклеиваем. Так, теперь ставим сюда. Вот как она будет стоять. И вот здесь вот, где она упирается, отмечаем точечку. Теперь подрезаем вот сюда. Просто ровно. С этой стороны примерно на глаз режем. Режем на глаз. И идем ставим. Смотрим, как получилось. Ставим. Вот, почти прошло. Значит, что нам надо? Нам надо подрезать сверху. Вот здесь нам надо подрезать. Ну вот. Сейчас клей. И все. Вот так получилось. Угол хорошо стал, остальное закрасится. Еще вот здесь щели есть между потолком и также между стеной. Еще прохожусь этим же клеем. Потом, когда все наклею, прохожусь чисто швы. И все пальцем и губкой влажной все стираем. Как еще удобно ровно наносить. Носик срезан под 45 градусов. И вот этим вот острым идете по вот этой бороздке, которая на плинтусе, ну или на галтеле, и давите шприц. И все, и так получается ровненько. Все, обратную сторону. Приступаем к декоративке. Берем волмослой, только ее, финишную шпаклевку в этот раз не добавляю. Высыпаем с водой. По норме на мешке написано, сколько воды нужно, какое количество материала. Замешиваем миксером до однородной массы, чтобы не было комков. Вот так замешиваем. Добавляем клей ПВА, чтобы гипсовая штукатурка у нас не сильно быстро засыхала или застывала.
Получается, добавил где-то 250 миллилитров. Приступаем наносить материал Хамдекор. Получается, вот такими вот движениями приклеил, отклеил. Методом торцевания называется. Если по-умному, то метод торцевания. Торцуем материал примерно, чтобы был одинаковый рисунок. Нужно периодически отходить, смотреть, чтобы было равномерно все нанесено. Чтобы не было так, что где-то большие пятна, где-то совсем мелкие и пустоты есть. То есть пустот не должно быть больших. Наносим равномерно. Вот так получилось. Это нанес одну стену. Вот такие вот бугры остались. Смотрится сначала не очень, страшновато. Но когда пригладим, будет все отлично. Вот нанес где-то 3 квадрата здесь. Нанес. Теперь наношу дальше, то еще не приглаживаю. То есть материала в ядре у меня осталось, и я его наношу на низ. Здесь еще 5 квадратов. То есть где-то я нанес примерно 8-9 квадратов, прежде чем начал заглаживать. ПВА дает такой вот эффект, что оно не сразу застывает. То есть есть время для работы. Вот, прошло минут 10 еще, даже 15, пока я нанес и ту сторону, и эту. Здесь уже можно начинать приглаживать. То есть уже подстыло. Все, начинаем приглаживать. Кельму я смачиваю губкой с водой. Очень хорошо скользит, удобно. В разные стороны, не в одну сторону куда, а в разные стороны видите кельму, и все будет получаться хорошо. В данном случае кельму прижимаю я достаточно сильно, потому что материал у меня уже подстыл чуть-чуть. Если же у вас материал еще свежий, и вы уже хотите приглаживать, тогда нужно совсем минимальные усилия. Буквально чуть-чуть прижимаете для того, чтобы поджать. Вот так получилось. Пригладил две стены. То, что я нанес, то и пригладил. Не спешу наносить на новые стены, так как
можно не успеть тут потом пригладить. Если будут какие-то неровности, это все можно подправить. Где-то добавить материал и пригладить по-новому. Все просохло. Вот здесь вот только чуть-чуть еще мокренько, но пока туда-сюда просохнет. Сейчас снимаю вот эти вот заусенцы шпателем. Вот такие вот. Снимаю заусенцы и грунтую. Высыхает, крашу. Все так же шпателем чуть-чуть срезаем наплывы, заусенцы. Все, грунтуем, грунтовка глубокого проникновения. Той же, который грунтовали изначально. Так, погрунтовал. Вот уже подсыхает. Сейчас буду заниматься полом. Стелить пенопласт и склеивать два листа пенопласта вместе. Один будет лежать на подушке песочной, сейчас подровняю. И два листа будет склеено по 5 сантиметров. То есть 5 сантиметров один, и еще один слой 5 сантиметров будет через клей плиточный. Вот. Это придаст жесткости. Сверху будет OSB на клей пену. Такие планы. Вот так уровнем заравниваем всю плоскость. Лишнее убираем. Начинаем укладывать пенопласт. Пенопласт 25 плотность. Просто укладываю. В шахматном порядке, чтобы стыки не были в одной полоске. Замешиваю клей, обычный клей, плиточный, по-моему, в повышенной фиксации. Сейчас начинаю клеить пенопласт сверху, начинаю с куска, с обрезка, чтобы также у меня были смещения. То есть, чтобы вообще в шахматном порядке, но чтобы стыки не сходились, верхний слой с нижним. Все, через гребенку клею пенопласт. Вот, получается, что клея ушло на верхний слой, вот этот вот, 8 квадратов ушло в мешок клея. На вот это вот, чтобы склеить лист пенопласта. То есть первый слой со вторым слоем клеем.
Пенопласт постелили. Вышли на уровень этим. Здесь уже ляжет на пену USB плита. Все, начинаем держать USB. Укладываем USB, нарезали по размерам. В принципе, его можно не клеить даже к пенопласту, он может и так лежать. То есть ламинат ляжет и так будет тоже жестко. Но хотелось бы сделать еще жестче, чтобы было как SIP-панель. Чтобы как вот SIP-панель между двумя листами USB, пенопласт, и все склеено. Здесь точно так же получилось, очень жестко. Пол получился очень классный. Теплый, жесткий, нигде не гуляет, не трещит, не скрипит. Сначала я, получается, USB нарезал, все уложил как нужно. Все подрезки, все сделал. Резал болгаркой с диском по дереву. Лучше, конечно, ножовкой или лобзиком, но этого не было. Убираем от пыли. И клей-пена готова. Начинаю клеить. То есть частями снял лист, нанес пену. Пену нужно ждать некоторое время, чтобы она стала клейкой. Поэтому нужно чуть-чуть ждать. То есть нанести пену и чуть-чуть подождать. На каждый производитель, каждый пишет, сколько его пену нужно ждать. Это нужно было около 5 минут ждать. Вот, чтобы проверить, как готова ли пена к клеению, то вот берем любой предмет, дотрагиваемся до пены. Если вот сопелька тянется, значит нормально. Уже клейковина образовалась. Здесь, видите, еще пропадает сразу вот. То есть тыкаю, и она проваливается. Значит, еще не готова. А здесь, о, здесь уже отлично, можно клеить. Приступаем к окраске потолка. Краска очень плохая, не рекомендую ее использовать. Красим потолок валиком, просто белая краска. Размешали и красим. Плинтуса прохожу кисточкой, все остальное валиком. Краска плохая тем, что аппаратом я ее один раз красил, очень плохо получается, сопло забивается, так как в ней какие-то присутствуют останки непонятно чего, и сопло забивается. Поэтому она как будто похожа на какую-то меловую краску. Непонятно, очень быстро сохнет, стыки видны. Ну, второй раз все перекрывается. Стены крашу этой же краской, только добавил в нее черный колер, снежка, для придания его серого цвета. Крашу также валиком в 2 слоя. Первый слой, второй слой где-то через час, чуть-чуть подсохнет, и прокатываю второй раз.
Стены просохли. Это на следующий день. Все высохло с галтелей. Снял скотч. В принципе, можно и так оставить, если кому-то устраивает. Так вот. Можно. Смотрится тоже неплохо. В принципе. Вот так вот смотрится. Нормально, можно оставлять. Здесь будем покрывать лаком. Матовый лак, бесцветный. Здесь 25 квадратов, где-то чуть-чуть больше. По расчетам 160 грамм на квадрат. Посмотрим, сколько по факту пойдет расход. Обязательно скажу, сколько уйдет. Вот у меня 4 баночки по 0,9 килограмма. Ну, вот здесь литр получается. Вот. Поэтому будем смотреть точный расход. Лаком будем покрывать так же, как краску. Просто сверху нужно покрасить лаком. Итак, получилось у меня не 160 грамм, а 90 грамм на квадрат. Получилось, потому что ушло 2,25 килограмма. 2,25. Здесь 25 квадратов. Вот считайте, получается по 90 грамм ушло на квадрат лака в один слой. Второй слой будет меньше. Ну, второй слой у меня не хватает, поэтому будет в один слой, высыхает, и сейчас перламутр.
Не прижимаем. Пока сохнет перламутр, стелим ламинат. Ламинат стелим вдоль балкона. Ламинат бэушный. Где-то заказчик снял. Подложка. Все как обычно. Конечно, на этот пол ламинат ложится четко. Жесткий пол. Я сам не ожидал, что такой жесткий классный пол получится. И все, вот итог. Как все получилось. Мне очень понравилось. Крышечка под электрику закроется со временем. И так в целом вообще классно. Свежо, светло, не сильно темно. Заказчики сами захотели сделать серый цвет. То есть от меня цвет не зависит. Я не могу настаивать и говорить, что давайте бежевый, давайте белый цвет. Какой вот человек захотел, такой мы и сделали. То есть цвет тоже заказчик сам выбирал какой. В итоге все довольны, я тем более. Очень классно получилось. Мне очень понравился этот балкон, эта работа, лоджия. Вообще супер. Так что подписывайтесь на канал. Будут новые видео. Ставьте лайки, если кому понравилось.